Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию обо всех животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и поехали. Начнем с того, что выхухоль – это не ругательное слово, и даже не он. Она девочка, хохуля или русская выхухоль. Вид млекопитающих отряда насекомоядных из семейства кротовых. А еще это, пожалуй, самый странный представитель фауны нашей страны. Выхухоль – реликтовый вид, эндемичный на территории бывшего СССР. В доисторические времена встречалась в Европе вплоть до Британских островов. Ее современный естественный ареал имеет разорванный характер и в основном ограничен бассейнами Днепра, Волги, Дона и Урала. Водится она также в Казахстане, на Украине, в Литве и Беларуси. Трудно подобрать слова, чтобы описать внешний вид хохули. Настолько у нее несуразный и странный вид. Более всего выхухоль похожа на крота-переростка, который решил стать водоплавающим животным. Для этого она обзавелась перепонками на лапах, длинным носом двустволкой а-ля трубка аквалангиста, густой водонепроницаемой шерстью и длинным до 25 сантиметров чешуйчатым хвостом-веслом. Зверек небольшой, взрослая особь достигает 25 сантиметров, но если брать в расчет длинный плоский хвост, то длина хахаля-хохули может доходить почти до 50 сантиметров. А вот вес зверька очень скромный, чуть более 500 грамм. Мех у выхухоли густой, бархатистый, очень прочный. Волоски меха устроены не как у других животных. Кверху они расширяются, а к корню сужаются. Кстати, о хвосте. Странный зверь использует его не только для плавания, но и в качестве хранилища жира. А еще хвост хохули пахнет, внимание, ночными фиалками. Да, вот такой бесконечный и бесплатный ароматизатор. Все дело в мускусных железах, расположенных в грушевидном утолщении на хвосте. Именно они и ответственны за специфический запах. Хохуля не зря относится к семейству кротовых. Животное практически слепое. Глаза у нее чисто для проформы. Белые ободки – это не глаза, а белая шерсть. Сами глаза выхухоли не больше спичечной головки. Зрение настолько слабое, что глаза не сощурятся даже от света фонарика, направленного в мордочку. К счастью, у зверька отличное осязание и неплохое обоняние. Она ощупывает предметы и отыскивает добычу с помощью усиков, вибрисов на мордочке. А не потерять дорогу домой выхухоли не позволит мускусный след фиалок, который она оставляет после себя. Выхухоль ведет полуводный образ жизни. Живет водоплавающий крот на берегах сильно заросших растительностью неглубоких рек и озер. Зверушка строит основательное жилище с множеством ходов, тянущихся на десятки метров, камер и запасных выходов. Жилища выхухоли часто многоэтажные. Это необходимо, чтобы переждать половодье, когда поднявшийся уровень воды затопляет нижний этаж дома. Вход в жилище находится под водой, поэтому зимой выхухоли рискуют погибнуть от замора, отсутствия кислорода, прямо как рыбы. Чтобы избежать этого, выхухоли стараются строить свои резиденции рядом с жилищами бобров, соединяя свои апартаменты с бобринами общим ходом. С бобрами у хохули весьма дружественные отношения.
Летом выхухоли живут поодиночке, парами или семьями, а зимой в одной норе могут жить до 12-13 особей разного пола и возраста. Питается наш герой, чем Бог пошлет: личинками насекомых, моллюсками, пиявками, небольшими земноводными и мелкой рыбешкой. Не прочь выхухоль закусить стеблями и корнями водных и прибрежных растений. Но больше всего зверек обожает моллюсков. Аппетит у нашей кротчихи завиднейший. В день она может слопать столько, сколько весит сама. Но в дикой природе находятся и те, кто сам не прочь пообедать. Хохули прежде всего это лисы и различные виды хищных птиц, совы, ястребы, аисты и другие. Маленькой выхухоли достается даже от рыбы. Нередко детеныши и даже порой взрослые особи становятся жертвами крупных щук и сомов. В период весеннего половодья, вытесненные водой из своих нор, выхухоли соединяются парами. В тихие дни этого периода они издают своеобразные звуки. Самцы громко стрекочут, самки издают нежные, мелодичные звуки. Гон хохуль сопровождается драками за руку и сердце дамы, после чего через 45-50 дней рождается от 1 до 5 детенышей. Слепых, голых и беспомощных. Масса новорожденного составляет всего 2-3 грамма, почти вдвое меньше новорожденного крысенка. Самка устраивает детское гнездо из мокрых растений, собранных на дне водоема. А если самку потревожить, она собирает вещи и перевозит потомство в другую нору, посадив детей на спину. Самец, кстати, тоже принимает участие в воспитании и находится при выводке. В месячном возрасте детеныши начинают кормиться взрослой пищей. В 4-5 месяцев становятся самостоятельными. В неволе выхухоли доживают до 5 лет, в природе до 4. Выхухоль – исчезающий вид. И догадайтесь, почему? Более всего претерпевает страдания зверек от двуногого венца, в кавычках, конечно, природы. Сотни тысяч хохулей стали жертвами промысла. Люди истребляли животных ради ценного меха. Хотя шкурки зверушки даже на одну рукавицу не хватит. В итоге после сотен лет промысла хохуль исчезла почти повсеместно. Более всего пагубно на популяции выхухоли сказался даже не пушной промысел, а строительство дамб, гидроэлектростанций, изменение русел рек, выпас скота вблизи водоемов. Хозяйственная деятельность человека разрушает естественную среду обитания выхухоли, поэтому зверек в основном сохранился только в глухих и нетронутых человеком местах. Сейчас выхухоль находится под охраной, охота на нее запрещена. Однако в России осталось всего лишь примерно 30 тысяч хохулей. А вы знали о таком животном раньше? Пишите в комментах. Кстати, заодно прошу вас написать, о каком из животных вы хотели бы увидеть следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. С вами был канал Животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч! Московский зоопарк пересчитал русских выхухолей. Его сотрудники приняли участие в экспедиции. Она прошла в чувашском заповеднике Приуссурийский. Студенты и доктора наук искали норы этих животных. Всего они обследовали 26 озер. Учет выхухолей необходим для их сохранения. Они ведь занесены в Красную книгу как редкий реликтовый вид. То есть живут уже несколько миллионов лет. Сейчас, правда, их численность постоянно сокращается.